Почему 13 лет жить рядом с гризли в диких условиях не самая лучшая идея? Что может не понравиться касатке? И при чем тут гориллы? В этом ролике я поразмышляю над ответами на эти и другие вопросы, касающиеся взаимодействия людей с дикими животными. А в конце ролика вы узнаете, почему даже безобидный на первый взгляд пони может быть опасен. Приятного просмотра «Бой в джунглях». Думаю, никто из вас не будет спорить с тем, что крокодилы – настоящие монстры. Самый крупный из них, гребнистый, может достигать целых 6 метров в длину и весить более 900 килограмм. Остальные же, конечно, поменьше, но все равно внушают страх своими мощными челюстями и острыми зубами. Эти хищники обычно просто лежат в воде, слегка высовывая ноздри и глаза, загорают на солнышке. Однако им, как и всем живым существам на Земле, нужно питаться. Поэтому крокодилы регулярно выбираются на охоту. Как они охотятся? Очень просто. Незаметно подкрадываются к жертве и нападают. Увидев антилопу или другое животное у берега, крокодил мгновенно выпрыгивает и хватает его, смыкая челюсти как капкан, из которого почти невозможно вырваться. Затем он начинает вращаться вокруг своей оси, разрывая плоть и заглатывая огромные куски мяса. Истории, конечно же, известны случаи, когда жертвами этих грозных хищников становились люди. Более того, в древние времена на Мадагаскаре крокодилам даже специально приносили в жертву людей, по одному юноше и девушке ежегодно. Ну или же другой интересный факт: в одном африканском племени крокодилы выполняли роль судей. Если хищник не съедал обвиняемого, тот признавался невиновным. Удивительно, но люди добровольно шли на такую проверку. Однако один из самых жутких случаев нападения этого хищника на человека произошел в 1944 году в Бирме. Во время Второй мировой войны в одной из локальных битв британские войска оттеснили японцев в сторону мангровых болот, а затем ночью услышали ужасающие крики, и эти крики продолжились до самого утра. Когда рассвело, британцы отправились на проверку. Оказалось, что болота были наполнены крокодилами, которые всю ночь нападали на людей и разрывали их на куски. Из 1000 солдат выжили лишь 20. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в местах, где водятся крокодилы, лучше держитесь от воды подальше. Вдруг из нее выпрыгнет этот зубастый хищник? Хищники из кино. В воде живут и другие опасные существа – акулы. В 1975 году на экраны вышел фильм «Челюсти», сделавший его режиссера Стивена Спилберга мировой знаменитостью. Фильм о гигантской акуле-людоеде вызвал настоящий ажиотаж вокруг этих морских хищников. Люди начали паниковать и видеть в акулах угрозу, а некоторые даже требовали их полного истребления. При этом и ученые, и создатели фильма неоднократно заявляли, что опасность акул в кинокартине сильно преувеличена. Автор книги «Челюсти» активно развенчивал мифы об этих хищниках. Тем не менее, знаменитая лента Спилберга и другие произведения на акулью тематику не совсем далеки от реальности. Так, в «Челюстях» упоминается реально произошедшая катастрофа. В конце июля 1945 года крейсер «Индианаполис» доставил детали атомной бомбы на базу США на острове Тиниан и направлялся к Филиппинам. Японская подводная лодка не захотела пропускать вражеский транспорт и выпустила по нему 6 торпед, 2 из которых попали в цель. Крейсер быстро затонул. Тогда 1195 членов экипажа оказались в открытом море на минимальном количестве шлюпок. В течение 5 дней моряки страдали от обезвоживания, переохлаждения, галлюцинаций и нападений акул. Сначала акулы ели тела умерших, а потом стали атаковать выживших. По воспоминаниям уцелевших, они периодически слышали крики товарищей, которых утаскивали акулы, и, боясь привлечь хищников, даже не открывали немногочисленные запасы консервов. Представьте, как страшно им было. По разным подсчетам, из-за акул погибло от нескольких десятков до сотен моряков. На 90 извлеченных телах были найдены следы акульих зубов. Всего же в результате катастрофы погибло 883 человека между акулой и дельфином. А это касатка. Невероятное млекопитающее, очень умное животное, которое неплохо поддается дрессировке. И кажется, что у дрессировщиков полное взаимопонимание со своими подопечными. Даже самые опасные хищники слушаются команд беспрекословно. Но, увы, так бывает не всегда. И это объяснимо. Над животными издеваются, бьют, принуждают к послушанию самыми суровыми методами. Вот они и ждут момента, чтобы отомстить. Во всяком случае, такие мысли невольно появляются, когда думаешь о страшной гибели Дона
Дон Бреншо. Эта 40-летняя опытная дрессировщица не подозревала, что ее ждет, показывая зрителям привычные трюки с участием касатки. Прежде Дон много раз плавала в бассейне вместе со своей подопечной, обнимала ее, кормила с рук, гладила, и животное не проявляло никакой агрессии. Но в тот раз что-то пошло не так. Касатка внезапно схватила зубами женщину за волосы и дернула к себе, утянув под воду. Зрители в ужасе наблюдали, как разъяренное животное таскало дрессировщицу по дну бассейна туда-сюда, буквально растерзав девушку за считанные минуты. Позднее сообщалось, что у Дон оказались сломаны ребра, позвоночник и челюсть. К сожалению, это травмы, несовместимые с жизнью. Этот случай – очередное жуткое напоминание о том, что даже самые близкие и долгие отношения с дикими животными могут обернуться трагедией, если не соблюдать предельную осторожность. Не шути с животными в зоопарке. Так и получается, что дикие животные опасны не только в дикой природе, но и в неволе, несмотря на тесную связь с человеком с самого рождения. В Омахе, что находится в американском штате Небраска, весной 2015 года случился необычный инцидент в зоопарке. Маленькая девочка, вдохновленная видом самца гориллы, решила повторить его знаменитые удары по груди. Как только она начала подражать, разозленный хищник с размаху ударился по защитному стеклу своего вольера. Это была попытка вырваться наружу и научить уроку дерзкого имитатора. Животные, особенно такие могучие, как гориллы, часто используют удары по груди для демонстрации своей силы и доминирования. Очевидно, что горилле не понравилось, что ее поведение пытаются скопировать. К счастью, защитное стекло выдержало сильный удар, но трещина на нем все же появилась, что заставило персонал зоопарка срочно эвакуировать всех посетителей, включая напуганную девочку и ее родителей. В конце концов, необходимо помнить, что животные не игрушки, и их поведение и реакции могут быть непредсказуемыми. Царь зверей. Ну а если бы эта девочка столкнулась с гориллой в дикой природе, то непременно все закончилось бы очень печально. Так же печально, как для следующих героев моего ролика. В 1898 году Британская империя начала строительство железнодорожного моста через реку Цава в Кении. Все шло по плану, пока пара львов не начала нападать на членов экипажа и поедать их. Рабочие пытались различными методами отпугнуть хищников, но те продолжали свои атаки. В конце концов, инженер-подполковник Джон Генри Паттерсон взял дело в свои руки и застрелил обоих львов. Поначалу сообщалось, что в результате нападений погибло 135 человек, но более поздние исследования Полевого музея установили, что жертв было всего около 40. История львов Цава вдохновила режиссеров на создание фильма 1996 года «Призрак и тьма», где главные роли исполнили Вэл Килмер и Майкл Дуглас. Как же давно это было, но, к сожалению, случаи нападения львов на людей происходят и в наше время. Так, совсем недавно в американском зоопарке в Северной Каролине грозный хищник напал на сотрудников и растерзал 22-летнюю стажерку Александру Блэк. Инцидент произошел в парке дикой природы Conservators Center. Примечательно, что это учреждение даже не имело аккредитации, которая обеспечивает безопасность гостей и персонала. Полосатые хищники. А как насчет тигров? Их сила, скорость и охотничьи навыки делают их вершиной пищевой цепи в джунглях. И, конечно же, бывают случаи, когда эти великолепные животные становятся смертельной угрозой для человека. Так, например, в период с 1900 по 1907 год один тигр, известный как тигр из Чампавата, убил более 400 человек. Нападения начались в Непале, и для охоты на тигра были вызваны военные. Однако охота не увенчалась успехом, и хищник пересек границу с Индией, где продолжил свои атаки. Индийское правительство также организовало несколько охотничьих экспедиций, но все они были безуспешны. Наконец, на столь важную задачу наняли опытного охотника на тигров Джима Корбетт. Изучив останки жертв, Корбетт предположил, что тигр начал охотиться на людей после того, как пуля повредила его клыки, что затруднило ему поедание более крупной добычи. Так одно неосторожное действие неопытного охотника погубило сотни человеческих жизней. Удивительное стечение обстоятельств, не так ли? Всего, по оценкам экспертов, тигр убил 436 человек, что делает его настоящим рекордсменом по количеству жертв среди тигров. Поэтому этот суровый хищник занесен в книгу рекордов Гиннесса. Косолапый. Ну а следующее животное не менее опасно. Оно обладает внушительной силой и острыми зубами. Истории о медведях, нападающих на людей, не редкость, и одна из самых известных таких историй связана с Тимоти Тредвеллом. Тимоти Тредвелл, известный как Человек-гризли, провел 13 лет своей жизни, выживая среди хищников на Аляске. Он разбивал лагерь в местах обитания медведей и снимал на камеру свои встречи с ними, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды. Его история и судьба были запечатлены
запечатлены в документальном фильме Вернера Херцога «Человек-гризли». Можете посмотреть, если вдруг заинтересуетесь после моего рассказа. Однако 6 октября 2003 года Тредвелл и его подруга Эми Гугенард встретили трагический конец. Они были смертельно ранены бурым медведем. Самое ужасное, что существует аудиозапись, на которой слышны жуткие звуки борьбы. Если у вас слабое сердце или вы очень впечатлительны, я не рекомендую вам гуглить это. 2 дня спустя следователи застрелили 2 медведей, которые, по их мнению, были ответственны за нападение. Медведь, который, как полагают, убил этих 2, был 28-летней особью весом более полутонны. Еще один косолапый. Но опасны не только те медведи, которые обитают в дикой природе. Нередко жертвами этих грозных хищников становятся работники зоопарков. Например, в 2003 году в российском зоопарке под названием «Уголок Дурова» на дрессировщика Умара Закирова неожиданно напал медведь Дадон. Умар пришел в помещение, где находились дикие звери, чтобы покормить четвероногого артиста. Но стоило ему открыть клетку, как зверь набросился на него и загрыз насмерть. Поблизости находились коллеги Закирова, они попробовали спасти Умара, но медведь, видимо, почуяв запах крови, будто сошел с ума. Покончив с Закировым, он занялся остальными. В результате дрессировщики Тимур Щедов и Владимир Сошин также получили тяжелые ранения, но, к счастью, выжили. Не шутите с хищниками, они охотятся стаями. Волк не такой крупный, тем не менее, один из самых опасных хищников на нашей планете, известный своим умением приспосабливаться к различным условиям. В истории есть множество примеров, когда волки становились угрозой не только для диких животных, но и для людей. Например, во время Первой мировой войны на фоне глобального конфликта произошел удивительный случай. Немецкие и русские солдаты временно прекратили сражаться друг с другом, чтобы отбиться от нападений волков. Во время боя волки начали нападать на раненых солдат. Тогда военные с обеих сторон инстинктивно прекратили бой и обратили свое внимание на хищников, в конце концов отогнав их. В других отчетах того года волки описывались как настолько серьезная угроза для обеих сторон, что врагам приходилось не только прекращать огонь, но и работать сообща. Вообще, волки опасны хотя бы потому, что они обитают практически на всей территории нашей планеты, от Европы до Азии, от Америки до Африки, где только не встретишь этого хищника. Сейчас Финляндия спокойная и безопасная страна. Однако в конце 19 века на ее территории свирепствовала троица волков, которая в период с 1880 убила и съела целых 22 ребенка возле города Турку. Средний возраст жертв этих хищников составил 6 лет. Их нападения вызвали такое беспокойство среди жителей, что местное и национальное правительство вызвало на помощь российских и литовских охотников, а также армию. Волки убили свою последнюю жертву 12 января 1882 года, а затем сами были убиты. Пони. Ну и, наконец, расскажу вам о пони. В марте 2016 года в российском городе Волгоград случился инцидент, который напомнил всем, что даже у таких милых животных могут быть свои особенности, вроде зубов. На первый взгляд эти низкорослые лошадки с длинными челками выглядят безобидно, но табличка у вольера предупреждала посетителей о необходимости соблюдать осторожность. Несмотря на предупреждение, одна из посетительниц решила, что ее ребенку безопасно войти в вольер к животному. Пони не оценил такую близость и разозлился, вцепившись зубами в пах мальчика. Ребенок получил серьезные травмы и потерял много крови, но, к счастью, его удалось спасти. Этот случай напоминает о важности соблюдения правил безопасности при общении с животными, даже если они кажутся безобидными. Не шутите с дикими животными. Соблюдайте осторожность в походах при посещении зоопарков и дельфинариев. Будьте бдительны даже на конюшнях. Звери бывают действительно непредсказуемы. Ну а если вам хочется иметь хотя бы немного стабильности в жизни, приглашаем вас стать частью нашей большой команды. Мы активно набираем дикторов, сценаристов, монтажеров и креативных продюсеров. Если хотите попробовать себя в творческой профессии, переходите в Telegram-бота по ссылке в описании и заполняйте форму. Спасибо за просмотр.